В этом видео вы узнаете об условиях и ветвлении. Операторы сравнения сравнивают некоторое значение или операнд, а затем, основываясь на каком-то условии, они производят логическое значение – boolean. Допустим, мы присваиваем a значение a равное 6. Можно использовать оператор равенства, обозначенный двумя знаками равенства, чтобы определить, равны ли два значения. В этом случае определим, равно ли 7 6. В этом случае, поскольку 6 не равно 7, результат будет false. Если бы мы выполнили тест на равенство для значения 6, два значения были бы равны. В результате мы получили бы true. Рассмотрим следующий оператор сравнения равенства. Если значение левого операнда, в этом случае переменная i, больше, чем значение правого операнда, в этом случае 5, условие становится истинным, true. Иначе мы получим ложное значение, false. Отобразим некоторое значение для i слева. Обозначим значение больше 5 зеленым, а остальные красным. Если мы установим i равным 6, увидим, что 6 больше 5. В результате мы получим true. Такие же операции можно применить к вещественным числам, floats. Изменим оператор следующим образом. Если левый операнд i больше или равен значению правого операнда, в этом случае 5, тогда условие становится истинным, true. В этом случае мы включаем значение 5 в числовую строку, и цвет меняется соответственно на зеленый. Если мы установим значение i равным 5, операнд выдаст true. Если присвоить i значение 2, мы получим false, потому что 2 меньше 5. Можно изменить неравенство. Если значение левого операнда, в этом случае i, меньше, чем значение правого операнда, в этом случае 6, тогда условие становится истинным. Опять же, можно представить это с помощью цветной числовой линии. Области, где неравенство истинно, отмечены зеленым, и красным, где неравенство ложно. Если значение для i установлено равным 2, результат является истинным, так как 2 меньше 6. Оператор, проверяющий неравенство двух значений, обозначается восклицательным знаком, предшествующим знаку равенства. Если два операнда не равны, то условие становится истинным, true. Можно использовать номер строки. Когда условие истинно, соответствующие цифры отмечены зеленым, и красным, когда условие ложно. Если мы установим i равным 2, оператор будет true, так как 2 не равно 6. Также сравним строки. Сравнивая AC/DC и Michael Jackson с помощью теста на равенство, мы получаем false, поскольку строки не совпадают. Используя тест на неравенство, мы получаем true, так как строки различны. Пройдите лабораторные работы для большего количества примеров. Ветвление позволяет нам запускать разные операторы для разных входных данных. Удобно представить оператор if как закрытую комнату. Если утверждение верно, вы можете войти в комнату, и ваша программа может запустить какую-то предопределенную задачу. Если утверждение ложно, ваша программа пропустит задачу. Например, рассмотрим синий прямоугольник, представляющий концерт AC/DC. Если человек старше 18 лет, он может зайти на концерт AC/DC. Если ему не исполнилось 18 лет, он не может попасть на концерт. Человек подходит к концерту. Его возраст составляет 17 лет, поэтому он не имеет доступа к концерту и должен двигаться дальше. Если человеку 19, условие верно, он может зайти на концерт, и после этого он может двигаться дальше. Это синтаксис оператора if из нашего предыдущего примера. У нас есть оператор if. У нас есть выражение, которое может быть истинным или ложным. Скобки не нужны. У нас есть двоеточие. Внутри отступа у нас есть выражение, которое выполняется, если условие истина, true. Следующие операторы после оператора if будут выполняться независимо от того, является ли условие истинным или ложным. Для случая, когда возраст 17, устанавливаем значение переменной age 17. Проверяем оператор if. Оператор имеет значение false, поэтому программа не выполнит оператор, чтобы напечатать you can enter. В этом случае он просто напечатает move on.
В случае, когда возраст равен 19, мы устанавливаем значение переменной age равным 19. Проверяем оператор if. Оператор является истинным, true. Поэтому программа выполнит оператор для печати you can enter. Затем просто напечатает move on. Оператор else будет запускать другой блок кода, если это же условие ложно, false. Снова воспользуемся концертной аналогией AC/DC. Если пользователю 17 лет, он не может пойти на концерт AC/DC, но он может пойти на концерт Meat Loaf, представленный фиолетовым квадратом. Если личности 19, условие истинно. Он может зайти на концерт AC/DC, затем он может двигаться дальше, как и раньше. Синтаксис оператора else аналогичен. Просто добавляем оператор else. Затем добавляем выражение, которое мы хотели бы выполнить, с отступом. Для случая, когда возраст 17, устанавливаем значение переменной age 17. Проверяем оператор if. Утверждение ложно, false. Поэтому мы переходим к оператору else. Запускаем оператор в отступе. Это соответствует личности, посещающей концерт Meat Loaf. Программа продолжит работу. Для случая, когда возраст равен 19, устанавливаем значение переменной age равным 19. Проверяем оператор if. Выражение истина, true. Поэтому программа выполнит оператор для печати you can enter. Программа пропускает выражение в операторе else и продолжает выполнять остальные выражения. Оператор elif, сокращение от else if, позволяет нам проверять дополнительные условия, если исходное условие ложно. Если условие истина, будут выполняться альтернативные выражения. Рассмотрим пример концерта. Если индивидууму 18 лет, он пойдет на концерт Pink Floyd, вместо того, чтобы посещать концерт AC/DC или Meat Loaf. Индивидуум, которому 18 лет, входит в область, поскольку ему не больше 19 лет. Он не может видеть AC/DC, но поскольку ему 18 лет, он посещает Pink Floyd. После посещения Pink Floyd он идет дальше. Синтаксис оператора else-if аналогичен. Просто добавляем оператор else-if с условием. Затем добавляем выражение, которое мы хотели бы выполнить, если утверждение истина, с отступом. Давайте проиллюстрируем код слева. Входит 18-летний. Он не старше 18 лет, поэтому условие ложно, false. Таким образом, условие оператора else-if проверено. Условие истина, true. Поэтому мы напечатаем Go see Pink Floyd. Затем будем двигаться дальше, как и раньше. Если бы переменная age была 17, было бы напечатано выражение Go see Meat Loaf. Аналогично, если бы возраст был больше 18, напечаталось бы You can enter. Пройдите лабораторные работы для большего количества примеров. Теперь давайте рассмотрим логические операторы. Логические операции принимают булевые значения и производят различные булевые значения. Первая операция не является оператором. И если входное значение истина, true, результат ложный, false. Также, если вход false, результат true. Пусть A и B представляют булевые переменные. Оператор OR имеет два значения и создает новую переменную булевого типа. Можно использовать эту таблицу для представления различных значений. Первая колонка представляет возможные значения A. Вторая колонка представляет возможные значения B. Последняя колонка представляет результат применения оператора OR. Мы видим, что оператор OR создает false, только если все булевые значения ложны. В следующей строке кода будет напечатано This album was made in 70s or 90s, если переменная album не приходится на 80-е. Давайте посмотрим, что произойдет, когда мы установим альбом значение 1990. Цветная цифровая линия имеет зеленый цвет, если условие истина, true, и красный, если условие ложно, false.
Рассматривая второе условие, мы видим, что 1990 больше, чем 1989, поэтому условие верно, true. Это можно проверить, сопоставив вторую числовую строку. В последней числовой строке зеленая область указывает, где значение истина, true. Эта область соответствует тому, где хотя бы одно утверждение верно. Мы видим, что 1990 год попадает в эту область, поэтому мы выполняем оператор. Пусть A и B представляют переменную булевого типа. Оператор AND принимает два значения и создает новое булевое значение. Используем таблицу для представления различных значений. Первая колонка представляет возможные значения A. Вторая колонка представляет возможные значения B. Последняя представляет результат применения оператора AND. Видно, что оператор AND выдает true, только если все логические значения истинны. Будут напечатаны следующие строки кода. This album was made in 80s. Если переменная альбум имеет значение между 1980 и 1989 годами. Посмотрим, что произойдет, когда мы установим год альбома 1983. Как и раньше, можно использовать цветную числовую линию, чтобы проверить, где условие выполняется. В этом случае 1983 больше, чем 1980, поэтому условие истина, true. Рассматривая второе условие, мы видим, что 1990 больше, чем 1983, поэтому это условие также истина, true. Это можно проверить, изучив соответствующую вторую числовую строку. В последней числовой строке зеленая зона указывает, где эта область истина, true. Также эта зона соответствует тому, где оба утверждения верны. Мы видим, что 1983 год попадает в эту область, поэтому оператор выполняется. Ветвление позволяет нам запускать разные операторы для разных входных данных.